Привет, друзья! Многие из вас наверняка слышали о таком очень замечательном приложении, как Монитор Плюс, которое позволяет превратить ваш смартфон в накамерный монитор. Это позволяет не только управлять камерой со смартфона, но также добавляет очень полезные индикаторы и разметку. Здесь у нас есть и сетка, и гистограмма, и режим хищника, зебра и многое-многое другое. Правда, те, у кого камера не поддерживает подсоединение к Wi-Fi на частоте 5 Гц, наверняка сталкивались с задержкой картинки, а также с прочими лагами. А в некоторых камерах и вовсе не поддерживается беспроводное подключение. Но не спешите расстраиваться. Есть одно решение, и это проводное подключение к камере. Кроме того, что оно быстрее и стабильнее, чем подключение через Wi-Fi, оно еще и поддерживает более старые камеры. И как это сделать, я покажу на примере своей камеры Sony ZV-E10 и iPhone 13 Pro. Нам понадобится кабель USB-A, USB-C и такой переходничок USB-A на Lighting. Здесь есть один очень важный момент, о котором я поговорю немного позже. Первым делом нам нужно установить само приложение Монитор Плюс на смартфон. Но как это сделать, я думаю, вы разберетесь сами. Затем открываем настройки камеры и находим там раздел «Удаленный ПК». Там же выбираем метод подключения через USB. Далее находим пункт питания через USB и отключаем его, чтобы камера не выжирала заряд смартфона. После этого запускаем приложение на смартфоне и подключаем кабелем смартфон к камере. И вот тут один очень важный момент. Если вы возьмете кабель USB-C Lighting и попробуете просто подсоединиться по нему, у вас ничего не выйдет. Камера не распознает его как подходящий и выдаст ошибку. В случае с iPhone вам обязательно нужно использовать вот такой вот переходничок, который называется Lighting USB Camera Adapter. Кстати, как это работает со смартфонами на Android, я не проверял. Также рекомендую использовать только оригинальные переходники, потому что у меня с китайским возникают проблемы. Если вы все сделали строго по указанным выше шагам, то после подключения у вас на смартфоне должна появиться картинка с камерой, а также ряд дополнительных инструментов. Стоит также отметить, что на данный момент это приложение поддерживает работу только с камерами от Sony, но разработчики приложения обещают в будущем расширить перечень камер. Если это было полезно, ставим лайк. У меня на сегодня все. Всем пока!